11 признаков того, что ты встречаешься с мужчиной Сигмой. Вы видели, как ваш мужчина брал на себя командование и был лидером во многих ситуациях. Вы знаете, что у него есть амбиции и ноу-хау, чтобы их достичь. Он знает, чего хочет и всегда выполняет свою работу. Все идет так эффективно, когда он рядом, верно. Он демонстрирует все качества так называемого альфа-самца, но вы также видели, как он проводит все свое свободное время в одиночестве, что ему искренне нравится. Могли бы вы встречаться с мужчиной Сигмой, одним из самых популярных мужских типов личности? Вспомните Джеймса Бонда, Стива Джобса, Киану Ривза. В этих выдуманных категориях мужественности мужчины Сигма не нуждаются ни в чем социальном одобрении и не соблюдают социальную иерархию и общественные нормы. Прежде чем вы подумаете, что встречаетесь с типом Джона Уика, вам нужно выяснить, действительно ли он может быть одним из них. И мы тебя прикроем. Давайте распутаем каждый слой лженауки, неточностей и тайн, которые окружают мужчину Сигму, и надеемся понять их лучше. Видит Бог, вам бы это не помешало, учитывая, как сложно делать покупки для этого легендарного персонажа. Печально известная социально-сексуальная иерархия Теодора Роберта Билла. Кому не нравится, когда его определяют и ограничивают его полом и его подкатегориями? Теодор Роберт Билл и его миллионы правых поклонников в социальных сетях и в реальной жизни. Вот кто. Созданная для того, чтобы привнести еще больше разделения ролей и неуверенности в традиционную маскулинность, социально-сексуальная иерархия Билла воняет псевдонаукой в лучшем случае и токсичной маскулинностью в худшем. Ничего не подозревающий греческий алфавит использовался для создания различий в социальном статусе мужчин, основанных на власти, деньгах, доминировании и сексуальном мастерстве. Это иерархия типов мужских личностей – альфы, беты, дельты, гаммы и, наконец, омеги. Показано, что сигмы существуют вне социальной структуры, обозначая их потребность в независимости и пренебрежении социальными нормами. Чтение по теме «15 красных флажков в отношениях с мужчиной, за которыми нужно следить». Эта система архетипов часто используется пикаперами, чтобы объяснить мужчинам, как назначать свидания в соответствии с их личностными особенностями. Быть альфа-волком поощряется, а еще больше равняться на альфа-мужчин. Однако дело в том, что у волков нет альфа-самцов или самок. Их крошечная волчья стая состоит из родителей и потомства. И иерархии, о которых говорил Дэвид Мех в своей давно опровергнутой теории альфа-волчьих стай, на самом деле не существуют в дикой природе. Или у людей. Мех потратил немало времени, пытаясь исправить свою ошибку, но теория пустила культурные корни в стаях мужчин, которые были очарованы силой альфа-самца и хотели дистанцироваться от мужчин, которых они не находили достаточно альфа или сигма. Билл известный женоненавистник, фанатик, неонацист, ультраправый активист и полный придурок. Его творения и философия повлияли на миллионы мужчин, которые меньше думают не только о других, но и о себе. Это способствует уменьшению мужественности и ее нюансов до карикатур на мужчин, которых уважают, только если они зарабатывают деньги, социальный статус и секс. Он прославляет сексизм, мачо, агрессию, капиталистическую производительность и определение успеха. Конечно, сообществу ЛГБТ+ нет места в этой воображаемой иерархии, и все мужчины, по словам Билла, должны быть альфа-самцы и постельные женщины, чтобы доказать свою состоятельность. Что такое мужчина Сигма? Итак, давайте поговорим об одном из поверхностных порождений разума Билла – людях Сигмы. Что означает Сигма-самец, спросите вы? Обладая острым умом и вниманием к деталям, эти мужчины нелегкомысленны и не идут по жизни бодрым шагом. Им нравится спокойная обстановка. Издалека их личность может показаться не слишком громкой или харизматичной. Но в тот момент, когда вы подходите ближе, вы видите, что он многое делает для себя. Он вмешивается, руководит, выполняет работу и продолжает свой путь, чтобы жить по-своему. Вы не найдете его на вечеринке со своими друзьями или пьяным, звонящим всем в своем списке контактов. Он предпочел бы остаться один, заняться самоанализом и лучше узнать себя. Независимость и менталитет Гринсета – две самые важные черты личности, которые определяют мышление мужчины Сигмы. Многие молодые парни, впечатленные этим архетипом, отчаянно ищут, как стать мужчиной Сигмой. Мужчина Сигма против альфа-самца. Старые дебаты об альфе и сигме. Мужчина Сигма означает, проще говоря, что они похожи на альфа-самцов-интровертов. Одна из выдуманных черт мужчины Сигмы заключается в том, что он не нуждается в постоянном внешнем подтверждении и не хвастается своими победами, как могли бы альфа. В то время как альфа-самцы хотят утвердиться в качестве лидера стай, мужчины Сигмы будут действовать гораздо более тонко, оставаясь лидерами. Они первопроходцы и восстают против социальных норм. Им не нужно хвастаться своими способностями, как альфа-самцам. Они молчат, но дают о себе знать. Но только потому, что они застенчивы. Это не значит, что они не знают, как атаковать. Вот небольшая таблица, описывающая модели социального взаимодействия вымышленного типа личности Сигма против альфа. Ключевые черты характера мужчины Сигмы. Давайте рассмотрим некоторые ключевые мужские черты Сигмы, которые делают мужскую личность Сигмы одной из самых желанных для ранжирования в мифической социальной иерархии мужского мира. Он находчивый, опытный, умный, держит свой нос на точильном камне и знает, как быстро все сделать. Мужчина Сигма не любит обязательств или чего-то такого, что привязывает его к одному месту. Он независим и не любит работать на кого-то еще. Он ценит свое личное пространство и рост. Больше всего на свете. Вот почему у него огромная карьера и финансовый успех. Он амбициозен, но не говорит об этом громко. Мужчины Сигмы, как правило, работают тихо, обладая высоким эмоциональным интеллектом. Он никогда не ищет социальной поддержки. Как альфа, он формирует свое собственное мнение по большинству вопросов, даже если они идут вразрез с условностями. Прирожденный лидер. Мужчина Сигма никогда не стремится к руководящим ролям, но он часто оказывается на более высоких должностях из-за своей трудовой этики, ноу-хау и сильной личности. Он относится ко всем одинаково и таким образом всем нравится, даже несмотря на то, что он остается в стороне людей, тянет к нему, даже если они не предпочитают внимания. Видимо, такова и харизма. Одинокий волк, он работает лучше всего, когда он один считается, что он одинок. Но это не так, он просто предпочитает свою собственную компанию, поскольку ему нужно достаточно личного пространства, чтобы функционировать. Он также уважает границы других людей.
Он самодостаточен и не любит полагаться даже на своих друзей, он остается спокойным, собранным и является тем человеком, к которому вы идете, когда все начинает разваливаться, он переходит к делу, и у него нет ни времени, ни склонности к интеллектуальным играм. Драма, не его сильная сторона, он тщательно подбирает слова. И все, что он говорит, имеет вес по словам Билла, он предпочитает держаться подальше от социально-сексуальной иерархии и живет по своим собственным сигма-мужским правилам, это делает его загадочным, мятежным, анархичным, и, конечно, поскольку все возвращается к свиданиям, все эти мужские черты сигмы делают его неотразимым для женщин. Все еще не уверен, является ли он мужчиной сигмы или нет. Этот сигма-мужской тест может помочь. Он умен? Идентифицирует ли он себя как интроверт? Он слишком много думает. Неужели люди находят его загадочным? Предпочитает ли он свое личное пространство и наслаждается ли жизнью одинокого волка? Может ли он сохранять спокойствие в стрессовых? Ходят тем женщинам, которые хорошо понимают свои приоритеты, они не очень хороши в социализации. Стиль жизни мужчин сигма таков, что мужчины сигма не имеют практики, когда дело доходит до базовых социальных взаимодействий и установления связей. Поэтому они обычно неловки и молчаливы в группе, предпочитая слушать. Это может показаться холодным людям, которые хотят неправильно понять его тип личности. Личность мужчины сигма эмоционально недоступна. Это мешает им встречаться, заводить новых друзей или даже поддерживать существующие отношения. Это также создает конфликты, потому что они не говорят открыто о своих чувствах и часто ошибаются в ситуациях, которые требуют от них быть уязвимыми с женщиной, они склонны к риску. Хотя это тоже может быть сильной стороной, но риск требует сбалансированного подхода. Поскольку эти типы независимых мыслителей не имеют никакого отношения к авторитету и общественным нормам, они часто заканчивают тем, что беспокоит близких им людей, а также сами попадают В ситуациях, уверен ли он в себе? Восстает ли он против моральных норм общества? Уверен ли он в себе? Если ваш ответ на большинство из этих вопросов теста сигма-мужчины, то ваш мужчина действительно сигма-волк. Слабые стороны мужчины сигма. Что такое мужчина сигма без каких-либо недостатков? Даже у самого совершенного мужчины сигма может быть пара таких. Билл убедился, что даже если его сомнительные мужские архетипы нереальны, по крайней мере, никто не может сказать, что они не звучат реалистично. Итак, вот несколько недостатков в личности мужчины сигмы. Мужчины сигма могут быть плохими в романтике. Неудивительно, что с типичным гринсетом, характерным для мужского мышления сигма, они всегда находятся в процессе увеличения своих финансов и навыков. Либо они хотят жениться на вас сразу, либо они никогда не чувствуют себя готовыми остепениться. Поскольку время, проведенное наедине, для них драгоценно, встречаться с мужчиной сигмой нелегко. Для мужчин сигма в отношениях они лучше под. Беду, почему женщин привлекает мужчина сигма? В мире мужчин, возглавляемым Биллом, нет двух мнений о том, что сигма редкий тип личности, и что волк сигма очень привлекателен. В этих доминирующих интровертах есть что-то очень загадочное и крутое. Подобно спокойному морю, на поверхности не так много волнений, но их воды уходят глубоко. Он не будет расхваливать свои вещи, но он выполнит работу без вашего намека на это. Он знает, чего хочет и знает, как этого добиться. И этой пьянящей смеси таинственности и силы очень трудно устоять женщине. Несмотря на то, что он доминирующий интроверт, у него нет желания контролировать вас. Окончательный сигма-тест – это измерение его ревности. Он не будет ревновать из-за того, что ты поговорила с бывшим. Он будет защищать вас, но не будет собственником. Образ жизни мужчины сигмы таков, что он уважает свою свободу, и он тоже будет уважать вашу. В романтических отношениях ему не нужно быть уверенным в ваших чувствах к нему. Он знает это и ценит, хотя никогда не скажет вам об этом. Самое главное, он будет относиться к вам как к равному и уважать ваши мысли, мнения и индивидуальность. Это чего хотят женщины в отношениях. Быть любимой и уважаемой, а сигма-одинокий волк дает ей это в избытке. Ниже приведены примеры некоторых известных личностей сигмы. Невымышленные типы мужских личностей в мире сигмы. Джеймс Дин, Джимми Хендрикс, Боб Дилан, Брюс Ли, Киану Ривз, Квентин Тарантино. Вымышленные типы сигмы мужчин. Джон Сноу, Джон Уик, Брюс Уэйн, Бэтмен, Тирион Ланнистер, Джеймс Бонд. Нужно ли мне говорить больше? Откуда ты знаешь, что встречаешься с мужчиной сигмой? Может быть трудно определить, обладает ли ваш партнер характером мужчины сигмы. Черт возьми, он может даже сам этого не знать. Есть еще несколько характерных признаков, которые доказывают, что вы один из них, и несколько советов для дальнейшего понимания того, что делает мужчину сигму привлекательным. Если следующие мужские черты сигмы применимы к вашему мужчине, обычно считается, что вы сами себе хранитель. 1. Он находит утешение, когда он один. Сигма. Мужские черты включают в себя удовольствие от некоторого времени в одиночестве. Мужчина сигма любит проводить день в одиночестве. Не принимайте его одиночество лично в ваших отношениях. Утешение подразумевает, что когда у него есть компания, он переживает какую-то форму страдания, только чтобы обрести покой, когда он один. Фраза мужчины сигмы одиночки может показаться правдой для большинства людей, особенно для альфы, которая смотрит на свою жизнь со стороны, а также крайне смущена жизнью сигмы. Одна из характерных черт мужчины сигма заключается в том, что ему не нужна аудитория, чтобы чувствовать себя одобренным, когда он занимается благотворительностью, или его часто находят счастливо одиноким, вместо того, чтобы искать в барах свидания. Он предпочитает работать в одиночку, следуя своему собственному набору правил и счастлив быть в своей собственной компании. Если ему будет предоставлен выбор между посещением вечеринки или пребыванием с вами, в 100% случаев он выберет последнее. Этот волк сигма любит свое личное пространство. 2. Он не из тех, кто ревнует. Иметь дело с ревнивым парнем может быть нелегко. Неуверенность, которую они проецируют из-за своей ревности, может быть непривлекательной, откровенно говоря, огорчительной. И почему мужчины сигмы привлекательны? Потому что вы никогда не замечали такого поведения у вашего эмоционально интеллигентного мужчины. Это тоже может быть основным отличием сигма-самца от альфа-самца. Альфа быстро разозлится или сработает. Но первые могут сделать шаг назад и мыслить более рационально. По определению мужчины сигмы, вы не увидите, чтобы он сомневался в вашем доверии или ревновал к компании, с которой вы общаетесь. Это потому, что личность мужчины сигмы верит в его способность принимать решения и в то, какую женщину он выбирает в романтических отношениях. Он доверяет ее суждениям и знает, что она никогда не предаст его. Им нужно собственный опрос. Они также не против подождать, пока появится подходящий человек. 4. Общение – не его сильная сторона мужчины сигмы. Одиночке ему не помешало бы поработать над своим общением сигма-волк, то есть тот, кто проводит все свое время в одиночестве.
Все это время в одиночестве приводит к тому, что у них нет лучших социальных навыков. Если вы оставите его с кем-то, кого он не знает на вечеринке, скорее всего, вы вернетесь к нему в одиночестве, прогнав любую компанию. У него есть несколько избранных близких друзей, но это все, на что он способен. Им не помешал бы 1-2 урока, когда дело доходит до общения с кем угодно. Причина, по которой они не соблюдают преобладающие социальные структуры, заключается в том, что они вообще не могут вести светскую беседу. Так что, если вы ведете его знакомиться со своими родителями, убедитесь, что вы разговариваете. Чтение по теме 20 качеств, которые нужно искать в муже 5. Мужчина Сигма очень самосознателен, типичные характеристики мужчины Сигмы Закл. Ючаются в том, что он уверен в себе и очень хорошо знает себя. Трудно представить, как он мог бы этого не сделать, учитывая, как он проводит большую часть своего времени в одиночестве, немного личного пространства еще никому не повредило. У него есть определенный распорядок дня, которому он любит следовать, будь то для отдыха или для своей карьеры. Эти мужчины думают о каждом возможном сценарии и о том, как с этим справиться. Когда что-то пойдет не так, вы не обнаружите, что они говорят «я же тебе говорил». Вместо этого вы обнаружите, что они сразу же думают о решении. Это было бы полезно в конфликтах, с которыми вы сталкиваетесь в ваших отношениях. Сигма знают, что им нравится, а что нет, вот почему они предпочитают держаться в обстановке, в которой чувствуют себя комфортно. По сути, это означает, что вы не найдете в клубе Сигм, произносящих такие слова, как Лид или Йола. 6. Он может иметь мало уважения к законам страны, поскольку он живет своей жизнью по своим. Транство в отношениях, и они предоставляют такое же пространство для своего партнера в отношениях. 3. Он хочет чего-то серьезного с самого начала, это обычное мышление мужчины Сигмы. Ваш партнер не подходил к вам через Tinder или любое другое приложение для знакомств, спрашивая, не хотите ли вы чего-нибудь повседневного. Они предпочитают стабильные, длительные и доверительные отношения вместо перепихонов. Если вы встречаетесь с одним, по всей вероятности, он сказал вам, что ищет чего-то серьезного. Итак, хотя мужчины Сигмы могут находить романтику сложной, они хотят постоянства и близости. Если вы действительно хотите, чтобы мужчина Сигма влюбился в вас, отнеситесь к этому серьезно, потому что он не шутит. Они не ищут сексуальных утех, чтобы потом похвастаться этим. Напротив, они уважают женщин и часто делают все возможное, чтобы выглядеть как можно более джентльменски. Они ценят хорошие отношения и хотят встречаться с независимой женщиной, если они не находят кого-то на своей волне. Из черт мужчин Сигма заключается в том, что они прирожденные лидеры. Вот пара их поведенческих моделей, им не нужно устраивать шоу, их лидерство проявляется в том, как они действуют. Они следят за тем, чтобы все работало на оптимальной мощности, никогда не злоупотребляя властью, которую они имеют как лидер. Поскольку они притягивают к себе самых разных людей, постарайтесь не чувствовать себя неуверенно, когда ваш бог окружен другими женщинами, которые нуждаются в его внимании. Подробнее об историях о свиданиях 8. Он не любит подчиняться приказам, будь то от вышестоящего начальника или кого угодно еще. Эти мужчины думают, что знают, как лучше всего заниматься своим делом. Вы можете попрощаться с инструкциями, прилагаемыми к тому, что вы только что купили, он никогда на них не смотрит. Из-за того, что им не нравится, когда им говорят, что делать, они предпочитают работать на себя. Титул «Одинокий волк», который им дают, проистекает из их стремления работать в одиночку. Потребность быть собственным правилом, вы можете заметить, что ему не нравятся некоторые правила, принятые обществом на протяжении многих лет. Нет, он не собирается грабить банк, но вы, возможно, видели, как он несколько раз проскакивал на красный свет. Так что если вы придерживаетесь правил, то отношения с мужчиной Сигмой могут оказаться для вас немного сложными. Это даже не обязательно связано с бунтарским отношением, просто сильное чувство гордости, за которое он всегда будет держаться. Такое вызывающее беспокойство поведение может сделать мужчину Сигму привлекательным для женщин, но также доказывает, что он часто думает, что он мистер Всезнайка. 7. Он дает о себе знать, будь то на работе или на светском мероприятии. Ему не нужно много делать, чтобы его присутствие ощущалось. Оставаясь верным себе, он не будет много говорить или привлекать к себе внимание. Но люди, несомненно, ценят его вклад и обращаются к нему за советом, когда это необходимо, поскольку он обычно очень надежный человек. Одна. Самим себе хозяином и наличие амбиций также являются одной из причин, почему они так привлекательны. Поэтому, чтобы влюбить мужчину Сигму, никогда не командуйте им, это только отдалит его от вас. Если это приводит к тому, что он не выносит мусор, когда вы ему говорите, вот что вы можете сделать, когда он не помогает по дому. 9. Он не из тех, кто любит речь, это означает, что он сразу переходит к делу. Если вы разговариваете с ним, вы заметите, что каждое его слово имеет значение и значение. Он не ходит вокруг да около и сразу переходит к тому, что он хочет донести. Он может немного облегчить общение в ваших отношениях, поскольку он не будет бросать пассивно-агрессивные намеки, которые могут выбрать другие. Вместо этого он скажет вам прямо в лицо, что его беспокоит. Он выполняет свою работу, отвлекаясь как можно меньше. 10. Его трудно понять, когда вы только знакомились с ним, могло показаться, что он на самом деле не заинтересован в вас из-за нежелания быть открытым с вами. Возможно. Вы были смущены тем, чего он хочет от вас, но то, что мужчины хотят от женщин, на самом деле не так сложно. Мужчины Сигмы окружены завесой тайны, редко позволяя людям заглянуть в их жизнь. Именно по этой причине они тоже одиночки, но с положительной стороны, для них это также может быть тем, что делает мужчин Сигма привлекательными. Женщины часто чувствуют влечение к кому-то, от кого веет таинственностью, и этот парень может быть именно таким. Его трудно прочесть, поэтому вам придется немало потрудиться, чтобы понять, что назревает у него в голове. Если вы удивите его подарком, он определенно оценит ваши усилия, но не ожидайте, что он будет прыгать от радости. Возможно, вам интересно, что происходит у него в голове, потому что способ, которым он выражает себя, такой тусклый.
11. Для мужчины Сигмы все равны, в мозгу мужчины Сигмы нет предрассудков, когда дело доходит до того, с кем он разговаривает. Ему все равно, разговаривает ли он с генеральным директором или стажером. Он будет таким же, как и раньше, неболтливым. Он верит в здоровую динамику власти. В его глазах все равны. В то время как другие могут потворствовать своим старшим на работе, у него не будет никаких скрытых мотивов, когда он с кем-то разговаривает. Если когда-нибудь они поговорят с кем-то, кто есть. 5 советов по знакомству с мужчиной Сигмой говорят, что личность одинокого волка очень привлекательна. Так что никто не будет винить вас, если вы влюбитесь в них. Как бы то ни было, какой тип женщины привлекает мужчину, мы вам расскажем. Есть некоторые вещи, которые вам нужно иметь в виду, когда вы встречаетесь с мужчиной Сигмой. 1. Дайте ему пространство. Ваш человек из Сигмы – одинокий волк, и он ненавидит, когда вторгаются в его личное пространство. Итак, если у вас есть привязанность к небезопасному стилю, то вам нужно будет поработать над своей неуверенностью. Ваш мужчина подобен песку, чем крепче вы пытаетесь удержать его, тем больше он стремится ускользнуть. 2. Будьте независимыми. Ваш партнер почувствует настоящую поддержку, если вы проявите интерес ко всему, что он делает, к его амбициям и новым навыкам, которые он продолжает приобретать. 5. Не заставляйте его общаться. Да, ты встречаешься с интровертом, а интроверты замечательны. Итак, какой тип женщины привлекает мужчину Сигму? Тот, кто принимает его таким, какой он есть. Не настаивайте на том, чтобы пригласить его на вечеринку или семейное собрание, когда он предпочел бы сидеть за компьютером или с книгой в руках. Ключевые указания мужчины Сигмы – это один из типов мужчин в ненаучной и проблематичной социально-сексуальной иерархии, созданной ультраправым активистом Теодором Робертом Биллом. Он же Вокс Дэй. Эти мужчины похожи на альф, только замкнутые и спокойные. Они одинокие волки, самодостаточные и не нуждаются ни в чьей помощи. Они умные, но не любят играть в интеллектуальные игры. Пройдите Сигма-тест, чтобы выяснить, есть ли у вас Сигма-мужской тип личности. Отождествляете ли вы себя с этими признаками и зами? Лень очень самодостаточен, и он ожидает того же от своей женщины. Женщина, которая знает, что у нее на уме, и не боится высказывать свое мнение, которая также знает, как позаботиться о себе, очень привлекательна для него. Он хочет женщину, которая была бы ему равной. Для этого парня нет девушки с высоким уровнем обслуживания. 3. Не играйте в игры разума, хотя он умен и быстро стоит на ногах. И ему нравятся женщины, которые тоже умны, у него нет времени на интеллектуальные игры. Одинокий волк честен в своих чувствах. Когда он говорит, что любит тебя, он это имеет в виду. Он хочет, чтобы его женщина относилась к нему так же. Если вы думаете, что можете манипулировать им, играя горячо и холодно, тогда подумайте еще раз. Он бросит вас как горячую картошку, и никогда не оглянется назад. 4. Интересуйтесь его большими планами. Сигмы любят планировать большие планы на будущее. Они постоянно в курсе событий и одновременно разрабатывают 10 проектов и финансовых схем. Ваш партнер почувствует. Чаете ли в своем партнере больше, чем несколько? Поздравляю, у тебя есть хранитель.